10 июня 1990 года авиалайнер BAC-111 авиакомпании British Airways выполнял плановый рейс по маршруту Бирмингем-Малага. На борту самолета находились 87 человек. В 7 часов 20 минут по Гринвичу авиалайнер вылетел из аэропорта Бирмингема. Лайнер поднялся на высоту 5273 метра и в это время пролетал над Диткотом. Пилоты расстегнули плечевые ремни безопасности, а командир также ослабил поясной ремень. Бортпроводники начали пассажирам разносить еду. Как неожиданно раздался громкий хлопок, и произошла декомпрессия. Левое ветровое стекло кабины со стороны командира отделилось от передней части фюзеляжа. Командир был выдернут потоком выходящего из самолета воздуха из своего сиденья и вылетел через проем ветрового стекла из кабины самолета. Его прижало спиной к фюзеляжу самолета с наружной стороны, а ноги застряли между штурвалом и панелью управления. Дверь кабины пилотов сорвала, и ее обломки упали на радио и навигационную панель. Бортпроводник Найджел Огден, находившийся в тот момент в кабине, обеими руками схватил командира за пояс. Остальные бортпроводники успокаивали пассажиров и попросили их пристегнуться ремнями безопасности. Второй пилот начал аварийное снижение и включил автопилот, который перед этим отключился из-за того, что командир задел штурвал. Затем он передал сигнал бедствия, но из-за сильного ветра он не смог услышать ответ от диспетчера. Тем временем бортпроводник Огден начал страдать от обморожения и истощения. Ему на помощь пришли еще два бортпроводника. Несмотря на их усилия, командир выскользнул еще на несколько сантиметров, но через боковое окно было видно его лицо. Его глаза были открыты и не моргали, несмотря на сильный ветер. Второй пилот и бортпроводники считали, что командир уже мертв, но решили продолжать держать тело, так как опасались, что если его отпустить, его тело может попасть в левый двигатель и вывести его из строя. После того, как второй пилот начал слышать ответы Лондонского центра управления воздушным движением, он попросил разрешить посадку в лондонском аэропорту Гатвик, поскольку пилоту этот аэропорт был очень хорошо известен. Однако ему был предложен аэропорт Саутгемптона, поскольку он находился намного ближе Лондона. В 7 часов 55 минут самолет благополучно приземлился в аэропорту Саутгемптона на взлетную полосу номер 2. Аварийная эвакуация не проводилась. Пассажиры покинули самолет через обычные выходы. Командира Ланкастера подняли в кабину и на носилках эвакуировали из самолета. Он был срочно доставлен в генеральный госпиталь Саутгемптона. У него были диагностированы обморожения, синяки, а также переломы разной степени. У бортпроводника Найджела Огдена были вывихнуто плечо, обморожено лицо и левый глаз. Все остальные 85 человек, пассажиры и члены экипажа не пострадали. Через 5 месяцев после аварии Ланкастер снова сел за штурвал самолета, а в возрасте 55 лет, согласно правилам авиакомпании British Airways, он был отправлен на пенсию, но продолжил летать в авиакомпании EasyJet. Расследованием причин инцидента занялся отдел по расследованию авиационных происшествий Великобритании. Следователи установили, что за 27 часов до вылета на самолет было установлено новое ветровое стекло, и этот аварийный рейс был первый после замены. В ходе расследования было установлено, что 84 из 90 болтов, которыми было закреплено стекло, оказались меньшего диаметра, чем требовалось. Разница давления воздуха в кабине самолета и снаружи во время полета в итоге и выдавила ветровое стекло наружу. Остальные болты были правильного диаметра, но короче на 2,5 мм. Выяснилось, что этими болтами было закреплено предыдущее ветровое стекло, которое использовалось в течение 4 лет. Кроме того, Комитет по безопасности пришел к выводу, что причиной аварии послужила установка неправильных болтов начальником смены базы технического обслуживания авиакомпании British Airways в аэропорту Бирмингема. Это произошло из-за того, что вместо того, чтобы свериться с документацией, он просто взял на складе такие же, как ему показалось, болты, как те, которыми было закреплено предыдущее стекло. При этом он ошибся на один размер.
Также комитет отметил еще несколько нарушений правил авиакомпании, которые помешали вовремя заметить ошибку, и недостаточный контроль за работой техников со стороны авиакомпании. Второй пилот Аластер Атчисон, а также бортпроводники Найджел Огден и Сьюзен Гиббинс были награждены британским знаком отличия. Самолет BAC-111 после замены лобового стекла в кабине пилотов продолжил полеты для авиакомпании British Airways до 5 октября 1993 года, после чего был продан.